Ты знаешь, что можно учить испанский и при этом не понимать и половину, если приедешь не туда? Hoy hablamos de esto. Почему el español в Испании и в Латинской Америке как два разных мира? И как не попасть в лингвистическую ловушку? Напиши в комментариях, где ты учишь испанский. В Испании или в Латам? И прямо сейчас поставь лайк и подпишись, если ты еще этого не сделал. Слышали, как испанцы говорят gracias? В Испании это будет gracias. С таким своего рода шипением, как будто бы змея рядом проползла. Gracias. Gracias. ¿Quieres un café? Gracias. А теперь в Мексике. Gracias. Gracias. Почувствуй разницу, звучит мягче, намного мягче. Будто тебя обняли и пригласили на тако. ¿Quieres un café? Gracias. Это не Бах, а Фиче. Просто испанский в Латинской Америке звучит намного мягче, а в Испании с характером как вино и сангрия. Esto es España. ¿Tú crees que conoces España? No has visto nada. En cada rincón, una historia. En cada calle, una pasión. España no se explica. ¡Se vive! Tranquila, tranquila. Aquí todo se arregla con un taquito. No hay prisa, pero sí hay ganas. Aquí se vive sabroso, sin tanto rollo. Oye, la vida es una fiesta y tú estás invitado. Кстати, напишите в комментариях, какой вариант gracias вам ближе. Gracias или gracias? А может быть, у вас есть свой любимый акцент? Тоже напишите. Давайте сравним слово zapato. Испания. Zapato. Аргентина. Zapato. Мексика. Zapato. В Испании «с» и «с» перед «э» и «и» произносится как «з». Как будто у тебя зубной свист, либо ты не научился произносить четкую и звонкую «с». А вот в Латинской Америке все просто. Там «с». Так что «zapato» в Латинской Америке превращается в «zapato». Удобно, правда? Вот за что я люблю испанский язык, это то, что в каждой стране ты буквально заново его учишь. Tío, qué guay. Смотри, tío, qué guay. Ты постоянно встречаешь в Испании это выражение. Tío в Испании это не обязательно про дядю. Это чувак, бро, братан, ну как сейчас принято говорить. А guay это что-то вроде клево, классно, прикольно, круто и так далее. А вот в Мексике тебе скажут «Güey, qué chido». ¡Güey, qué chido! «Güey» — это тоже чувак, но более с таким уличным звучанием. А «chido» — это тоже что-то такое крутое, ну, в общем, как сказать, офигенно. Но не перепутай эти слова по странам. Если ты в Испании начнешь говорить «chido», «güey», на тебя будут смотреть, ну, скажем так, с удивлением. «Tío» в Испании ты услышишь буквально везде. На улице, в магазине, в метро. Tío, ¿qué haces? А ты такой стоишь и думаешь, я вообще не отсюда, дядя. А еще ты в Испании флипас постоянно. Estoy flipando. Я в шоке, я офигеваю. Estoy flipando. Например, ¿me estás diciendo que ha pedido la cuenta? Estoy flipando. В Мексике же аналог no manches. Что-то вроде да ну да. Или ты гонишь. ¡No manches! А вот интересный факт. Слово «güey» происходит от испанского «buey» – бык. Изначально это было оскорбление, что-то вроде «болван». А теперь это слово, которое мексиканцы говорят друг другу буквально каждые 3 секунды. А вот в Испании слово «флипар» пришло из жаргона наркоманов 80-х, когда кто-то буквально флипанул от вещества. А сейчас это просто способ сказать «я в культурном шоке».
Напиши в комментариях, слышал ли ты эти слова ранее. Также, какие сленговые слова и выражения тебе кажутся самыми странными, ну или смешными. И в каком стиле ты бы хотел говорить, как испанец, либо как мексиканец. А вот теперь начинаем самое интересное. Представьте, что вы приехали в Испанию. Все вроде понятно, вы учили язык. У вас в голове и грамматика, и времена, и спряжение. А потом испанец тебе в лицо «Venga ya!» А ты такой «Куда идти? Кто пришел? Да и вообще, что вообще происходит?» Это и есть устойчивые выражения, которые не переводятся дословно и часто сбивают с толку. В каждой испаноговорящей стране есть такие своего рода фишечки. Это как если бы в каждой стране был свой Netflix сериал. Интонация, произношение, акцент, ну и фразы. В Испании «venga ya» выражает удивление, недоверие. Что-то вроде как значение «да ладно» или «серьезно». В Аргентине «che, para un poco» звучит очень вежливо. Che, para un poco. Значение здесь «извини», «прости», «мне жаль». Используется буквально повсюду, даже если просто нечаянно задел на улице. Это ключ к настоящему живому испанскому. Такие фразы не всегда учат на курсах, но именно они делают речь своей. А ты слышал вообще что-то подобное? Напиши в комментариях, какую странную фразу ты слышал на испанском языке и не понял с первого раза. Или можешь написать ее прямо сюда, под этим видео в комментариях, а я подскажу тебе, что она может значить. Или же, как правильно ее использовать. И подпишись, если хочешь звучать по-настоящему как носитель. Ну и чтобы не попасть в неловкую ситуацию. ¿Me pones un café, porfa? Вам бармен кивает, все понятно, жизнь прекрасна. Та же ситуация, но в Чили. ¿Me pones un café, porfa? Бармен сдвигает брови. ¿Me da un café, po? ¿Me dais un café, po? И ты тут чего-чего, какой по... Это вообще имя такое или что это? Вот тут и начинается магия регионов. По – это частичка, которую добавляют в конце предложений в Чили. Она вообще-то от слова pues, но трансформировалась в то, что мы повсюду слышим в этой стране. По – это чилийская частичка усиления. Аналог, ну же, да ведь tranquilo, по, да спокойно же. И это еще не все. В Аргентине вместо tú – vos, а вместо hablas – hablas. Сначала я думала, что это ошибка, а потом я поняла, что это вообще грамматическая норма. Добро пожаловать в мир бошео. Бошео – это грамматическая форма обращения к «ты» в Аргентине и некоторых регионах Уругвая и Парагвая. Vos, ¿qué haces? ¿Cómo estás vos? Кстати, я когда только учила испанский, думала, ну все, вот я уже почти владею языком как носитель, почти говорю как испанка, а потом однажды поговорила с перуанкой. И уже практически на третьей фразе поняла, что мне нужен переводчик. Перуанка говорила «¿Qué tal causa?» А я думала, кто такая кауса. Да и вообще, почему она спрашивает меня о ней, если я никого не знаю под этим именем? Вот почему так важно понимать. Нет никакого одного правильного испанского. Есть контекст. Как британский и американский английский. Вроде как один язык, а выражаются совершенно по-разному. Чем больше ты знаешь, тем гибче и пластичнее ты становишься. А вы с каким испанским сталкивались? Было что-то такое когда-то, что вас просто вводило в ступор? Напишите в комментариях свою фразу «шок». И подпишись на канал, если еще не с нами. Ставьте лайк, если хотя бы раз ловили себя на фразе «Я учу испанский, но ничего не понимаю». Спасибо, что посмотрели. Я Наталья. И этот канал для тех, кто хочет понимать испанский не по учебникам, а в жизни. Подписывайтесь, потому что на этом канале основные уроки выходят по вторникам, а каждую пятницу вы получаете дополнительную дозу в виде shorts испанского для жизни. Ну а также те, кто желает поддержать этот канал, я буду рада вашим донатам. А на сегодня это все. До скорого. Hasta luego.